Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки этому видео, приступим к вязанию. Мне потребуются ножницы, маркер, крючок 3,5 мм. Я остановилась на 2-миллиметровом шпагате из джута. Вы можете выбрать любой натуральный материал, хлопковый шнур или шнур из льна. Не выбирайте слишком толстую нить, для того, чтобы изделие хорошо просыхало. Я создаю первую петлю, оборачиваю нить вокруг руки, ввожу крючок, вытаскиваю первый столбик и фиксирую его воздушной. В кольцо мне нужно провязать 8 столбиков без накида. Складываю кольцо пополам и затягиваю недостаточно плотно, чтобы отверстие у меня осталось свободно. Для себя отмечу, что чтобы проходила нить свободно в мою дырочку, которая осталась после стягивания кольца. Вяжу я достаточно свободно, петли не затягиваю, край начала сейчас пущу в полотно. Буду вязать без соединения рядов по спирали, поэтому ввожу крючок сразу в первую косу по кромке, в обе ее дужки, вытаскиваю рабочую нить и провязываю столбик. Ввожу второй раз крючок сюда же, в первую косу по кромке. Во втором ряду мне в каждую косу нужно провязать 2 столбика. Таким образом из 8 получится 16. В начало ряда я вставляю маркер, чтобы не пропустить. И вяжу до маркера по 2 столбика достаточно легко и свободно в каждую петлю. Последнее добавление, 8, 2 столбика в одну петлю, я вяжу в соединительный прошлого ряда, когда переходила от кольца на первый ряд. Готово, 16 петель. Теперь ввожу крючок в следующую петлю по спирали, 1 столбик туда провязываю, и в следующую снова 2. Во втором ряду чередую 1 столбик в одну петлю, потом 2 столбика в одну петлю. Таким образом уже из 16 петель у меня получится 24 к концу ряда. Еще раз повторюсь, вяжу достаточно свободно, полотно получается рыхлое. Я закончила очередной ряд и теперь буду вязать 2 столбика в одну петлю через каждые 2 одинарные. Вот я провязала одну, вторую, на третью вяжу 2 столбика в одну петлю. Количество добавлений в кругу остается по 8 всегда, а расстояние между этими добавлениями вырастает на 1 столбик с каждым рядом. Слежу за этим, вяжу ряд за рядом на необходимый размер. Хочется сказать, что изделие будет больше связанной мной заготовки. То есть сейчас мне нужна окружность, у которой в диаметре будет не хватать 3-4 сантиметра до желаемого размера. Также с третьего круга нужно следить, чтобы добавление не попадало над добавлением, каждый раз сдвигалось, иначе у изделия будут углы. Нам нужна круглая заготовка, поэтому, делая добавки, мы отслеживаем момент, чтобы они были не над добавками прошлого ряда, а немножко сбоку. Следим за количеством добавлений в ряду и за расстоянием между ними. Сейчас я провязала необходимый мне размер, диаметр около 9 сантиметров. Здесь я не отталкиваюсь от начала конца ряда, просто удаляю маркер и создаю цепочку из воздушных петель. Тоже достаточно легко и свободно. Эта цепочка
будет петелькой для моей мочалки. У меня получилось 16 воздушных петель. Теперь я делаю соединительную в ее основание. Готово. Вот такая петелька у меня. Теперь вытягиваю немножко эту петлю, вытаскиваю крючок, переворачиваю наизнанку, ввожу крючок в полную косу кромки с изнанки на лицо и эту петлю увожу наизнанку. Переворачиваю изделие полностью наизнанку, а рабочую нить перекручиваю на лицо. Теперь я буду вставлять крючок в кромочные петли изделия. Вот, в полную косу за обе дужки. И провязывать соединительные стежки. Еще раз по кромке проходит коса, вставляю крючок в обе дужки, вытягиваю столбик и протаскиваю сразу соединительными петлями. Сейчас обвязываю изделие. Я подхожу к тому месту, где начинала обвязку, вставляю крючок в то же отверстие, в отверстие начала, и прохожу мимо. Так как вязала изделие по спирали улиткой, я спускаюсь на улитку, продолжаю обвязку. Крючок вставляю в то место, куда вставляла при вязании столбиков. Вот, обратите внимание. Обвязку продолжаю соединительными по спирали. Закончу я ее в центре круга. Готово. Вот что я имею. Теперь это лицо, а это изнанка. Я вытягиваю петельку, ввожу крючок в центр, в то кольцо, которое я стянула не совсем до конца. Вывожу оттуда рабочую нить. Ей я буду продолжать вязание, периодически подтягивая ее. Итак, создаю цепочку из 5 воздушных петель. Здесь на ваше усмотрение: хотите более объемное изделие, больше петель, менее объемное, меньше, но вяжите их очень свободно. Ввожу крючок в последнюю петельку обвязки и соединительной. Готово. Первый лепесток готов. Еще раз 5. И в следующую косу обвязки. Здесь я буду вводить крючок в каждую из стежков, которые проделала, и снова поднимать 5 воздушных и снова закреплять в следующий стежок. Достаточно плотное и объемное у меня получится изделие. Если хотите пореже, можно сделать это пореже. То есть вводить не в каждый стежок обвязки, а через один. Я продолжаю, закрепляюсь в следующий и так по обратному кругу по спирали. Вяжу лепестки, закрепляю их и двигаюсь к краю. Я провязала по спирали почти до конца. У меня остался только бортик, кромка последнего ряда. Я продолжаю создавать цепочку из воздушных петель и закрепляюсь в стежки обвязки по спирали один за другим. Вот, перехожу на кромку, здесь проделываю то же самое. У меня последняя цепочка из воздушных, которую нужно закрепить. Я отрезаю нить с небольшим запасом, удаляю клубок,
Делаю соединительный стежок в основание петельки. Увожу край нити, немножко его запутываю и прячу в полотно. Можно создать узелок, чтобы все было крепко. Затягиваю узелок и увожу по задней части изделия полотно. Подальше край можно будет отрезать. Это задняя часть изделия, все ровно и аккуратно здесь. Это передняя. Орнамент напоминает цветок, очень объемный и в то же время воздушный. Мочалку можно выполнить в любом размере и в любой форме по этому принципу. Еще раз повторюсь, она послужит прекрасным подарком для себя, для ваших близких и друзей в дополнении с каким-либо аксессуаром для ухода за телом. Изделие имеет легкий массажный эффект и пилинг. Можно использовать его каждый день, но при этом тщательно высушивать в хорошо проветриваемом помещении. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, будет много интересных видео. Всем пока!